Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я расскажу о лучших ноутбуках, созданных специально для игр и актуальных к покупке в начале 2024 года. Предупреждаю сразу, ценники на них стартуют от 80 тысяч рублей. И это на момент выпуска рейтинга, то есть какие цены сейчас у вас, можете узнать только перейдя по ссылкам. Но точно не бюджетно получается. Если вы ищете что-то подешевле, то можете посмотреть у нас на канале рейтинг ноутбуков до 60 тысяч рублей. Вообще туда вошли офисные варианты для работы, но некоторые модели и для игр хорошо подойдут. Ну а мы посмотрим, какой ноутбук можно купить только для игр. Составил топ из 10 вариантов под разный бюджет и потребности, чтобы помочь выбрать как можно большему количеству человек. В общем, можете поставить лайк, подписаться на канал, а я начну. Открывает рейтинг Asus TUF Gaming F17. Сразу серьезное игровое устройство. Имеется крутой экран на целых 17,3 дюйма. То есть это не стандартная диагональ на 15,6, как в типичных ноутбуках. Но ноут этот необычный, поэтому и экран соответствующий. Правда, разрешение самое простое — 1920 на 1080. Но с этим проблем никаких. Плотности пикселей достаточно, изображение детализированное. Плюс здесь стоит быстрая IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. По экрану получается реально жирный ноут. Качественное, яркое изображение с контрастными цветами, плавной картинкой до 144 FPS в играх. Большая диагональ. В общем, для гейминга самое то. По железу тоже приличный расклад. За построение геометрии отвечает i5-11400H. Вполне производительный процессор последнего поколения. 6 ядер, 12 потоков, тактовая частота на ядро до 4,5 ГГц. Приличный такой расклад. Прибавляем к этому RTX 2050 на 4 ГБ DDR6 и оперативную память в двухканальном режиме на 16 ГБ DDR4 и еще 512 ГБ SSD M2 для быстрой работы системы. Все вместе позволяет ноуту быстро работать с программами и выдавать приличные показатели в играх. Гарантировать 144 FPS в каждой новинке вряд ли, но уверенные 60-80 на высоких настройках и плавную работу в тяжелых прогах точно без проблем. Из геймерских фишек. RGB подсветка клавиатуры. Можно настраивать ее в приложении под себя. Также в распоряжении такие порты для подключения всякой всячины. 3 USB, 1 HDMI, LAN, Thunderbolt. Можно коннектить и монитор, и мышку, и наушники, и клавиатуру. В общем, все, что понадобится для гейминга. На 9-м месте стоит Thunder Robot 911 ARX. Модель от не самого известного бренда в своих кругах. На первый взгляд, очередной китайский производитель, от которого вряд ли можно ожидать что-то необычное. Но уже на второй взгляд на характеристики, качество сборки, налаженное охлаждение и эффективность работы, мне стало приятно, что его точно можно добавить в рейтинг. Да еще и поставить на строчку Asus TUF. Во-первых, за производительность отвечает связка из комплектующих посерьезнее. Процессор i5-12450H поновее на 1 год, имеет на 2 ядра больше с тактовой частотой до 4,4 ГГц в турбо-бусте. Также он построен на более современной базе с размером транзистора на 7 нанометров. У прошлого же это были все 10. Конечно, не в нанометрах сила, но свою роль играют, особенно в совокупе с увеличенным количеством ядер. Плюс к тому за графику в ответе RTX 3050 на 4 ГБ. От прошлой она отличается увеличенной шиной, более быстрой памятью, повышенной частотой видеоядра. В общем, по всем параметрам 3050 прибавила относительно 2050. И только этого достаточно, чтобы дать в играх процентов так на 50-70 больше FPS. Память тоже не подводит. 16 гигабайт оперативы в двухканале, 512 постоянной SSD. Поэтому если брать в расчет стоимость 1 FPS, то Thunder Robot 911 ARX получается дешевле. Экран, правда, поменьше, чем у Asus. Диагональ 15,6 дюйма, но на месте все та же IPS-матрица, 144 ГГц и Full HD разрешение. Не могу пропустить и крышку с подсветкой. Клавиатура у него не светится всеми цветами радуги, но крышка и сама вполне справляется с созданием уютной атмосферы. На 8-м месте стоит Acer Nitro 5.
От прошлого Thunder Robot она отличается немногим, но повыше поставил его за счет того, что к Acer у людей больше доверия, чем к малоизвестному Thunder Robot. Конечно, это вообще не добавляет объективности обзору, но это и не основная причина, есть еще парочка деталей. Например, более мощный процессор i7-11800H. Да, он немного постарше 12-го поколения i5, но тем не менее выдает больше производительности за счет большего числа потоков и увеличенной тактовой частоты на ядро. Как ни крути, но и в тестах у него все равно получается набрать больше FPS. Где-то сильно опережает, где-то лишь совсем немного отрывается вперед, но FPS больше, это факт. Плюс к i7 присоединяется уже знакомая RTX 3050, 16 гигабайт оперативной памяти и целый терабайт SSD. В общем, по железкам этот ноутбук попрокачаннее будет. Но самое главное, что все это за меньшие деньги, то есть в пересчете за 1 FPS вы платите меньше. Конечно, разница составляет буквально 10% от общей стоимости, но даже эти 10% можно сэкономить при желании и по итогу получить больше. Но если вам рациональность не столь важна, например, приоритетную роль играет дизайн, то у этого ноута тоже проблем с этим нет. Весь горит, светится. По общим чертам сразу видно, что игровой. Ну а в целом из того, что осталось прежним, это экран. Диагональ 15,6 дюйма, Full HD разрешение и частота обновления в 144 Гц. В играх картинка яркая, контрастная. Ну, не только в играх, соответственно. Фильмы, сериалы, рабочие приложения и даже браузер. Все это очень приятно выглядит для глаз. 7-е место занимает Asus VivoBook Pro 14. А вот Asus как раз выделился экраном. Диагональ 15,6 дюйма, без изменений. Но вот за качество картинки сюда поставили отвечать OLED-матрицу. По сути, от IPS она отличается вообще всем, вплоть до технологии создания. Но на деле OLED в ноутбуке нам дает немного больше яркости, повыше качество цветопередачи и контрастнее картинку в целом. Плюс здесь не совсем стандартное разрешение, 2880 на 1800 пикселей. Ну, типа закос под экран Retina от Apple. Но по факту это дает нам большую плотность пикселей и выше детализацию. Единственный нюанс – частота обновления 90 Гц. Если вас это сильно не заботит, то переживать вообще не о чем. А 144 герцовых дисплеев в этом рейтинге еще куча. Ну и дизайн у ноутбука не такой броский. Более сдержанный, солидный. Не кричит о том, что способен еще как тянуть требовательные игры. Он нам как бы намекает о своем универсальном предназначении. То есть в игры на нем играть само собой одно удовольствие. Но если надо, то можно и поработать с серьезным лицом в какой-нибудь тяжелой проге для 3D графики, например. Самое главное – железо. Тут стоит проц немного пошире, но, наконец, от Ryzen 5 5600H. А то все Intel да Intel. Да, он немного уступает по тактовой частоте, объему кэша и встроенной графике, но все это дело хотя бы немного попытались компенсировать RTX 3050 Ti. Она все-таки чуть-чуть, но мощнее обычной 3050. А если учитывать, что в обоих ноутбуках стоит по 16 гигабайт оперативы, то получается, что этот Asus разве что процентов на 10-15 слабее прошлого Acer. Но при этом у него поприятнее экран, более спокойный дизайн, что тоже важно для геймеров, которые собираются и работать на этом же ноутбуке. На 6-м месте стоит Asus TUF Gaming A17. Еще один Asus TUF Gaming только из линейки A17. И если прошлый VivoBook, как я уже отметил, более универсальный, то по TUF Gaming долго думать не надо, чтобы догадаться о его игровом предназначении. Увесистый габаритный ноутбук с грубыми чертами и кучей отверстий для охлаждения. Ну и, конечно, с RGB подсветкой клавиатуры. Нет разве что подсветки корпуса. Но это уже из более дорогого сегмента Asus ROG Strix рассмотреть. Внутри стоит Ryzen поприличнее, чем у прошлого VivoBook. 7-6800HS. 8 ядер, 16 потоков, 6-нанометровая база и увеличенная тактовая частота, которая в бусте достигает 4,7 ГГц. Плюс у него стоит видеоядро помощнее. Конечно, и греется такой камень больше, чем прошлая 5-я Рязань. Но за охлаждение здесь тоже не забыли, поэтому за перегревы можно не париться. Разве что ноут нехило так шумит на максимальных оборотах вентиляторов. Но это база для всех игровых ноутбуков. Каким-то особенно тихим или особо громким уровнем шума он не выделяется, поэтому беспокоиться не о чем.
Видеокарта уже по классике та же, RTX 3050 Ti. Немного в разгоне, повыше частоты, побольше производительности в целом. Но еще важный момент – оперативка. Тут стоят те же 16 гигабайт, но уже DDR 5-го поколения. То есть более новая, с повышенной пропускной способностью и скоростью работы. В общем, вся элементная база в целом способна выдать больше FPS в играх, чем прошлый VivoBook. Но оно и понятно, все-таки сугубо игровое устройство. Хотя и работать на нем тоже можно. Все тяжелые проги для монтажа, 3D-рендеринга, фотошопы, кады и так далее тянет. Пятерку лучших открывает MSI GF76 Katana 17. Какая же игровая ниша без MSI? Их ноут GF76 Katana выделяется единственной деталью – видеокартой. Тут стоит последняя версия RTX. Конечно, это самая базовая 4050, но она уж точно будет помощнее всяких 3050. У 4050 и 6 гигабайт видеопамяти и на 60% выше частота видеоядра и основана на базе 5-нанометрового транзистора. Да и в целом ей разве что год исполнился с момента выпуска. То есть это самая свежая видюха от NVIDIA на данный момент. По шине, правда, немного уступают, но все остальные преимущества перекрывают этот единственный недостаток. На деле же видюха способна принести сильно больше FPS в играх, особенно это заметно на максимальных настройках графики. Единственный нюанс, у ноутбука стоит более слабый проц относительно Ryzen прошлого Asus, но уже знакомый вам i5-12450H все равно не будет узким горлышком. В стресс-тестах что видеокарта, что процессор полностью загружены и не создают друг другу проблем. А вот система охлаждения, конечно, тужится как может, чтобы удержать их в пределах адекватных температур. Для этого при высоком нагреве приходится жертвовать тишиной. Но, увы, горячие железки все равно нужно как-то охлаждать, никуда от этого не деться. Экран у ноута выделился разве что частотой обновления. Тут можно выжать до 165 Гц. И так как разрешение у него самое стандартное Full HD, то здесь 165 FPS во многих играх вообще не самая большая проблема. Просто где-то для этого нужно будет немного снизить настройки графики, а так в целом отличный экран на IPS-матрице, которого хватит и на поиграть, и на поработать, и на посмотреть фильмы. Четвертая строчка за гигабайт G5KF. Тоже бренд, без которого не проходит ни один игровой рейтинг. Это как подборка бюджетных смартфонов без Xiaomi. Вот так и этот гигабайт врывается на 4-е место. Ну и если говорить о бюджетности, то это последний ноут в топе, цена которого не превышает 100 тысяч рублей. Дальше только высокие ценники. Хотя, само собой, и 90к деньги немалые. Но даже эта сумма далека от потолка игровых ноутбуков. И тем не менее, за эту сумму можно получить прям хороший производительный ноут, который потянет все современные игры, тем более Full HD разрешение. Хотя, конечно, не запрещается подключить какой-нибудь 2К монитор с большой диагональю. Тут гигабайт еще тоже сможет выдать плавный фреймрейт, где-то в 144 Гц, где-то поменьше. Для понимания, начинили его еще более прокачанным железом. Поставили уже серьезную RTX 4060. От 4050 она отличается модифицированной базой с размером транзистора 4 нанометра, большим объемом памяти на 2 гигабайта и увеличенной пропускной способностью шины со 192 до 256 гигабайт в секунду. В общем, карта уж точно помощнее, чем 4050. Да и на проц не поскупились. Да, это все еще i5, но 12500H даже в сравнении с 12450 будет посерьезнее. Все-таки 12 ядер, 16 потоков, повышенная тактовая частота на ядро, больше кэша и более мощная графика Intel Iris. В общем, чисто по железу это устройство способно выдать больше производительности. Единственное, никакого апгрейда нет по экрану. Тот же Full HD IPS 144 Гц. Быстрый отклик, яркая картинка. Ну и облик ноутбука в целом, игровая классика без каких-то особенных дополнений. Третью строчку занимает HP Omen 16. Ноут сугубо на AMD-шных железках. Между прочим, первый в рейтинге с видеокартой красных. Если конкретнее, внутри стоит Radeon RX 6600M. Конечно, это далеко не последнее поколение с самыми лучшими технологиями, но тем не менее закапывать такую видюху еще рано. Построена на базе 7-нанометрового транзистора, имеет 8 гигабайт видеопамяти, приличную шину и пропускную способность. Но при этом в сравнении с прошлой 4060 у этой RX меньше частота на ядро в режиме буста. Поэтому в совокупе получается, что RX 6600 не дотягивает до RTX 4060. Но тут врываются процессоры. И не абы какой i5,
а целый Ryzen 9 5900HX. Тоже не самый молодой, но еще и не старый. 8 ядер, 16 потоков на 7 нанометрах с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Единственный недостаток — работает он максимум с DDR4. Поэтому тут стоит 16 гигабайт оперативки предпоследнего поколения. Получается, что в совокупности железо у этого ноутбука не самое современное. Но зато как она тянет. И игры, и тяжелые проги для работы с графикой и 3D, и даже Chrome больше 2 вкладок. В общем, ноут реально серьезный. Экран немного изменился в отношении диагонали. Дисплей на 16 дюймов с разрешением Full HD, IPS матрица, 144 Гц, все дела. Очень приятная и проработанная в деталях картинка. Настолько, насколько это возможно для Full HD разрешения. Конечно, если кому-то хочется больше, можно подключить монитор или вообще телевизор. Для этого есть стандартный набор портов из HDMI, 3 USB. Впрочем, в игровых ноутбуках никогда с этим проблем не было. Вторую строчку занимает Hyper G16. Модель может похвастаться еще 2 дополнительными мини-DisplayPort и 4 USB, то есть сюда можно подключить еще больше всякого. Но не это главное. Намного важнее, что сюда поставили железо поновее и помощнее относительно прошлого ноута от HP. В Hyper G16 стоит такой же серьезный проц, только от Intel i7-11700K. Этот проц и в мире ПК очень ценится, а в мобильной версии уж тем более. 8 ядер, 16 потоков и максимальная частота на ядро в 5 ГГц. Звучит прям мощно. Правда, и энергии есть много, но такой аппетит вполне оправдан кадрами, которые он дает в играх. Также к нему присоединяется RTX 3070, тоже на 8 гигабайт с высокой частотой на ядро, но чуть увеличенной пропускной способностью памяти и в 2 раза большей шиной. В общем, тоже даст в играх свои 120 FPS при Full HD разрешении экрана. Но учтите, что в 2К такой ноут потянет вообще не каждую новинку. Сразу RDR2 на ультрах на нем запускать не надо, а то будет гудеть как трактор. Но больше всего мне понравилась память. Тут стоит целых 32 гигабайта оперативы в двухканальном режиме. Довольно неплохой запас на следующие года, который точно не станет узким горлышком. Ну и еще терабайтный SSD-шник, тут без новшеств. Про экран только не могу сказать ничего интересного. Качественная матрица, стандартное разрешение и насыщенная цветами картинка. Такой с головой хватит и для игр, и для работы. Можно часами рубиться, потом работать, потом опять рубиться, в перерывах чекая ленты соцсетей. И даже глаза не устанут, так что тут все схвачено. Лидером рейтинга стал Acer Predator Helios 300. И это реально один из лучших игровых ноутбуков, который можно рассмотреть к покупке, если перед вами стоит задача получить максимум. Внутри стоит предпоследнее поколение процессоров, куча кэш-памяти и поддержка последнего поколения DDR5, мощное интегрированное видеоядро и приличное потребление энергии в районе 125 Вт. В общем, довольно жирный процессор с впечатляющими характеристиками. Работает он в паре с RTX 3080 на 8 гигабайт. Конечно, это не крайняя 40-я серия, но даже 30-я, ох, как на многое способна. Быстрая память, высокая частота на ядро, хороший аппетит и современная 8-нанометровая база. Все это в совокупности дает ноутбуку лучшую производительность из всего рейтинга. Ну, разве что оперативной памяти здесь 16 гигабайт вместо желаемых 32. Но это поправимо. При нехватке всегда можно доставить еще одну плашку. Плюс интересный момент, и он касается одной кнопки – турбо, расположенной выше клавиатуры. Это горячая клавиша, которая при нажатии как бы ускоряет ноутбук и заставляет выдавать еще больше мощности. В общем, разгон одним нажатием. Ну и завершает это дело отличный экран на IPS-матрице диагональю 16 дюймов с Full HD разрешением и частотой обновления в 165 Гц. Яркий, с большими углами обзора, высоким коэффициентом контрастности и точной цветопередачей. В общем, мне не хватило разве что 2К разрешения, но это уже дело индивидуальное. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.